я однозначно воспринимаю работу журналиста, нашу профессиональную деятельность, это как возможность самовыражения, возможность выражения своего мнения, и причем свободного мнения, да. Есть, когда вот люди, особенно из власти, причем не только в Казахстане, в разных странах, они все время, выступая против журналистов и свободы выражения мнения, они обычно озвучат одно и то же мнение. Они говорят, что вот свобода выражения мнения не должно как бы восприниматься в отрыве от ответственности. Вот поверьте, все журналисты, которые занимаются расследованиями, пишут статьи и занимаются непосредственно журналистикой, они всегда помнят о том, что журналистика — это то, когда мы хотим донести до общества ту информацию, которая от общества скрывается. А все остальное — это уже связь с общественностью, не более того. Вот настоящая журналистика мною воспринимается всегда так. И поэтому, когда я и другие мои коллеги занимаются настоящей журналистикой, мы всегда помним о своей ответственности. Мы помним о том, что мы не можем работать, мы не можем выражать свое мнение, либо мнение какой-то группы и так далее и тому подобное, и доносить до общества какую-либо информацию, общественно значимую информацию, которая представляет общественный интерес, и при этом забывать о каких-то основополагающих нормах и принципах профессиональной этики. Ну, понятное дело, что мы не можем разжигать вражду. Мы не можем выражаться языком вражды, ненависти. Мы не можем, никогда не возьмем на себя такой ответственности и безумие, как дискриминировать кого-либо. Но когда мы, журналисты, пишем информацию, которая однозначно построена из нашего критичного отношения к власти, всегда эта власть будет говорить о том, что вот, ребята, ай-яй-яй, видите, ведь они там говорят о свободе слова, а на самом деле забывают об ответственности. На самом деле об ответственности мы ни капельки никогда не забываем. Мы про ответственность всегда помним. И поэтому, вот если возвращаться к нашему вопросу, для меня свобода выражения мнения — это всегда ответственность. Это ответственность, прежде всего, перед аудиторией, перед моим основным заказчиком. Я все время люблю повторять это выражение, потому что все время журналистам говорят: вы пишете заказные материалы. Я говорю: да, я пишу заказные материалы. Я вам могу даже назвать имя своего заказчика. Это моя аудитория, это общество. Она заказывает у меня вот такие вот материалы. И поэтому, когда мы пишем подобного рода материалы, я всегда перед собой в приоритете держу общественный интерес. И поэтому считаю, что вот власть, когда говорит о том, что мы там забываем про ответственность и так далее и тому подобное, мы не чувствуем ответственности, не хотим ее нести и так далее. Поверьте, мы несем ответственность и за все. И поэтому для меня свобода выражения мнения — это в том числе и про ответственность. Как очень критичную. Я ее оцениваю очень негативно по той простой причине, потому что у нас есть... во-первых, политическая система в Казахстане, она откровенно тоталитарная, и она не предполагает свободы. И поэтому большую часть кейсов, если мы возьмем, когда журналисты подвергались судебным каким-то преследованиям, уголовным преследованиям и так далее и тому подобное, это всегда происходит, потому что мы работаем в условиях несвободы. И в условиях несвободы это, чтобы было понятно, вот, Мадина, представьте себе, что вы на танцполе, и вам нужно пространство для танца. А вам предоставляет пространство для танца, это буквально 1 квадратный метр. И вот как только ты выступаешь за это 1 квадратный метр за границей, ты тут же нарушаешь что-либо. Говорят: ты нарушил, да, и тебе все время говорят: вот ты нарушил, и все время тебя отдергивают и так далее и тому подобное. И вы же понимаете, что вот в таких условиях свободного, красивого танца не получится. Вот так и с журналистикой. Когда вокруг тебя расставлено много-много-много красных флажков, и они очень тесно к тебе стоят, очень трудно не нарушить, не работать и не стать нарушителем. Поэтому у нас в Казахстане со свободой слова и свободой выражения мнения все очень сложно. Есть 2 основных ингибитора, угнетателя, да, скажем так, угнетающих фактора. Первый — это государство,
со всеми законами, нормативными правовыми актами и так далее и тому подобное, которая расставила вот эти вот правовые флажки, за которые очень трудно не переступить. Это будь то закон о лидере нации, это закон о персональных данных и так далее и тому подобное. Да, вот там мы очень часто приходится мне иметь дело с тем, что государство начинает потом преследовать в судебном порядке или в уголовном порядке. Ну, возьмем ту же самую 174-ю статью разжигания якобы социальной розни, когда к социальным сословиям привязали и чиновничий класс, да, ну, сказать, что они тоже теперь сословие, их, оказывается, нельзя трогать. Второй ингибитор – это общественные триггеры, общественные такие, как сказать, стереотипы, предубеждения, которые очень трудно не нарушить, когда мы говорим о свободной журналистике. Ну, в частности, возьмем нашумевший случай, который обсуждает сейчас вся мировая пресса, это трагедия, которая произошла в Париже. Казалось бы, далеко от Казахстана. Это когда молодой парень, 18-летний, убил и отрезал голову преподавателю за то, что тот якобы там показывал на уроках, объясняя свободу слова. Он показывал карикатуры, которые были опубликованы в журнале «Шарли Хебдо» на пророка Мухаммеда. Это там, в Париже, привело к этому. Но когда мы здесь, в Казахстане, я обсуждаю это, первое, с чем я сталкиваюсь, это с огромным количеством людей, которые также стремятся оскорбиться этим. Они даже оскорбляются тем, что мы обсуждаем это. И это вот религиозные такие различные фобии и триггеры. Это ксенофобские какие-либо настроения в обществе. Ну, возьмем то же самое трагедию, которая была в Масанчи, в поселке, когда я по ней писал и работал, освещал. Очень многое было в мою сторону нападок из-за того, что я якобы не защищаю казахов как титульную нацию. Хотя я говорил о том, что, ребята, если там произошли погромы, если произошли преступления, уголовные преступления, нужно привлекать к ответственности людей, которые участвовали в этих погромах. Это возьмем ту же самую тему сексуальных меньшинств. Тоже находится огромное количество оскорбленных и так далее и тому подобное. Поэтому вот назвать Казахстан в этом плане свободной страной очень трудно, потому что, я еще раз повторяю, есть флажки, которые установило государство, есть огромное количество флажков, которые еще устанавливает общество. А моя задача, соответственно, каждый раз толкаться с ними плечами и эти флажки отодвигать как можно дальше и тем самым расширять правовое поле. Мои рекомендации, наверное, будут банальны, может быть, и даже общеизвестные, наверное. Ну, во всяком случае, для моих коллег общеизвестные. Первое, это, конечно же, никогда не нужно переоценивать свои возможности и знания. Многие мои коллеги, я вот знаю, подавляющее, огромное количество примеров, к сожалению, очень печальных, которые говорили, я достаточно сам хорошо разбираюсь, я сам себя смогу защитить. И воздерживаются от того, чтобы брать помощь адвоката, профессионального юриста. Это самая первая тотальная ошибка, которую, наверное, совершают вот многие. Всегда нужен адвокат. Причем я как-то разговаривал, ну, правда, общаюсь в Фейсбуке с Джахаром Утебековым, и Джахар Утебеков, ну, достаточно известный адвокат в Казахстане, и даже он признал, он говорит, вот насколько бы я был, не считался там каким-то продвинутым адвокатом, но если со мной что-то происходит, я понимаю, что мне нужно нанимать адвоката. Почему? Потому что это эффект холодной головы, это взгляд со стороны, это несколько абстрагированное отношение к ситуации, нам мешает все-таки наша эмоциональная вовлеченность во все это, и мы не видим вот этой штуки. Поэтому адвокат нужен. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация, конечно же, при этом нужно всегда просвещаться. Это всегда нужно читать соответствующие документы, литературу и так далее. Вот свою правовую грамотность, ее нужно все время как бы повышать, работать над этим. И третье, на мой взгляд, самое важное, да, это все время тренировать свое правозащитное мышление, правозащитную позицию свою. Почему это так важно, на мой взгляд? Потому что вот это очень трудно объяснить без
такого без некоторого экскурса философии, но вот если коротко, о чем я хочу сказать. Когда мы, журналисты или правозащитники, говорим о том, что мы-то, да, демократы, правозащитники, но вот эту вот группу я защищать не буду, потому что я, в принципе, не перевариваю, да, там, предположим, ну вот есть коллеги, которые говорят, там, блин, вот я голубых защищать не буду, геев, да, защищать не буду, там, ну их нафиг. Или там, когда кто-то говорит, у меня была такая подобная дискуссия, это по поводу трудовых мигрантов, и когда один из журналистов, который тоже считается таким достаточно демократичным и так далее, он говорит, Уфан, нафиг тебе нужны эти узбеки? Да, и я понимаю, что у людей нет правозащитного мышления. Они правозащитники только вот в каком-то узком направлении, а все остальное, это они там уже не правозащитники, и они считают, что это вообще не нужно там защищать права людей и так далее. Поэтому это очень важно, вот этот свой фокус правозащитный, не то что фокус, а вот правозащитное мышление, оно должно сохраняться внутри тебя, когда ты обращаешься в международные инстанции. Потому что международные организации, будь то Комитет по правам человека, к которому мы обращаемся, либо там Европейский суд по правам человека, который имеет право обращаться, россияне те же самые, да, это, как я уже сказал, международные организации, которые свою практику выработали благодаря тому, что они всегда абсолютно воспринимают права человека, без исключений каких-либо. Поэтому, если мы будем туда обращаться и бить себя в грудь и утверждать, что да, я вот правозащитник и так далее и тому подобное, но я там, предположим, не знаю, ну тех же самых цыган-то не перевариваю и их защищать не собираюсь, ну тогда извините, ребята, на мой взгляд, ничего не получится. Но это так, вот, может, несколько глобальное взял. Когда еще этот суд шел, и мы участвовали в суде, я тогда консультировался и с Фондом защиты свободы слова Адресоц, и с другими медиа-юристами. И у нас, ну и мое мнение, в частности, оно до сих пор осталось прежним. Да? То есть закон о диффамации, который разработан в Казахстане без участия журналистов, без участия как бы медиа-юристов, без участия правозащитных каких-то организаций. И вот эта вся законотворческая часть была исполнена непосредственно самим правительством и, соответственно, парламентом. Оно поэтому и изначально и привело к тому, что все законодательные меры по защите от диффамации, они приобрели карательный характер. Они изначально были написаны как средство, как некая дубинка над журналистами, а не как инструмент, который защищает право общества на получение информации и защиту истины как таковой. Да? Поэтому у нас, вот, в частности, если мы возьмем правоприменительную практику наших судов по гражданским делам в отношении журналистов, то мы увидим и эту удручающую статистику. Мы увидим, что из всех исков гражданских, которые подаются на журналистов, либо на средства массовой информации по признакам диффамации, из них 90% это истцами будут либо государственные служащие, либо государственные органы. О чем это говорит? Это говорит о том, что в подавляющем большинстве случаев, когда журналист подвергается судебному преследованию по якобы признакам диффамации в своих публикациях, речь идет о том, что журналист критично отслеживал деятельность государственных органов и государственных служащих. То есть ничего личного. Речь идет об общественном интересе. Но именно это и приводит к тому, что журналист оказывается на скамье подсудимых. И поэтому в этой части и сама законодательная, сами законы и правоприменительная практика в Казахстане, она очень сильно искажена. Это такой колоссальный вывих в одну сторону. И, как показывает правоприменительная практика, во всех случаях, когда госорганы или госслужащие подают в суд на газеты, это только единицы таких судебных процессов заканчиваются
либо победой журналиста или средств массовой информации, либо там, я не знаю, каким-то более-менее объективным решением. Как правило, все они заканчивают, подавляющее большинство из них заканчиваются для журналиста плачевно. Его признают виновным в дефамации, на него накладывают соответствующую ответственность в виде выплаты компенсации, и, соответственно, он несет ответственность, он несет наказание за это. Вот на эту дикую статистику я и хотел бы обратить внимание и своих коллег, и медиа-юристов, и тех людей, которые сидят в парламенте и принимают те или иные законы. Это вот есть тот наглядный показатель того, насколько это служит обществу и сохранению истины. Как мы видим, это не несет ни общественного интереса, и это никак не защищает истину. Это вот, наверное, так же, как многие наверняка видели это по фильмам, да, вот западным, когда там есть вот, там, в некоторых боевиках там фигурирует такое понятие, как защита свидетеля. И вот там присваивается ему псевдоним, там, никто его не знает, не видит. Если он дал там показания против какой-то могущественной организации, то, соответственно, меняется там имя, место жительства и так далее и тому подобное. Здесь, естественно, речь не идет о столь дорогостоящих мероприятиях, но достаточно, наверное, будет хотя бы того, что суд берет на себя обязательства, что судья только в условиях тайны совещательной комнаты или там пользуясь своими полномочиями единолично допрашивает такого источника, если журналист соглашается только суду раскрыть источник информации. И суд, соответственно, может в этом случае поставить вопрос о том, что хочет допросить этого источника информации. Действительно, общался он с журналистом, не общался и так далее и тому подобное. Но с обязательством, причем жестко выполняемым обязательством, о том, что никаких данных этого свидетеля, источника информации, суд не предоставит больше никому. Ни надзорному органу в лице прокуратуры, который будет там присутствовать, может присутствовать, ни тем более ИСУ, ни другим участникам процесса. То есть это будет также сильно охраняться, как вот есть в Казахстане, у нас у юристов такое понятие, как непроцессуальные связи, да, то есть которые накладывают запрет судье там, общаться с участниками процесса вне зала суда. Вот, соответственно, я вижу для себя механизм защиты вот такой. Если говорится о том, что мы должны сохранять источник информации и раскрывать ее только по требованию суда, то ни в коем случае мы не должны этого делать по требованию суда. То есть суд ни в коем случае не должен требовать раскрытия источника информации для того, чтобы придать это огласке, либо сообщить информацию об этом источнике информации оппоненту журналиста, ну то есть истцу и так далее и тому подобное. Вот так я вижу все это. Я считаю, что, и всегда считал, что самым объективным критерием будет, если мы будем все время держать в голове общественный интерес. Все участники процесса, будь то должностное лицо, будь то суд, будь то я как ответчик, мы должны всегда держать в голове общественный интерес. Только в этом случае мы можем приходить к каким-то к объективным, взвешенным судебным решениям, которые действительно будут устраивать всех. То есть, если, исходя из общественного интереса, будет доказано в суде, что я был неправ, размещая подобного рода информацию, что эта информация на самом деле не имеет никакого общественного интереса и обществу не нужна, не вопрос, я готов нести ответственность. Но в данном случае это уже не было сделано. И судя по резонансу, который эта статья получила, и по обратной связи, эта статья как раз-таки имела большой общественный интерес, прежде всего. Я бы не стал бы, наверное, иллюстрировать это с помощью весов, не совсем удачная аналогия, потому что весы – это все-таки всего лишь две чаши весов, которые предполагают две стороны. А у нас здесь количество заинтересованных сторон гораздо больше. И я вот здесь, наверное, больше… Мне кажется, это больше подходит аналогия с игрой в бильярд.
Вот когда, если кто играл в бильярд, наверняка знают, да, что нужно очень хорошо знать, высчитывать вектор, когда мы пытаемся загнать мяч в лузу. Вот представим себе, что общественный интерес – это и есть та самая луза, это результат, к которому мы должны прийти. Вот это вот луза, куда мы должны загнать шар. Это и есть наш самый главный результат, на котором мы должны ориентироваться. Но к этому результату мы придем при столкновении двух шаров, а то и трех шаров, да, то есть, ну, в данном случае истца, ответчика, там, я не знаю, государственного органа. Вот эти три шара бьются друг об друга, в результате этого удара появляется некий вектор, по которому движется вот тот самый злополучный шар, который и обеспечит результат соблюдения общественного интереса. Вот, наверное, вот это самая будет правильная аналогия вот с тем, что мы должны делать. И речь не идет о том, чтобы защищать оголтело только лишь права госслужащих, речь не идет о том, чтобы оголтело также защищать права только лишь журналистов, речь идет прежде всего о защите прав, и, вернее, не столько прав, сколько о защите интересов общества. Например, всякий раз, когда в редакцию, там, предположим, ко мне приходит письмо претензия, я всегда предлагаю своему оппоненту, если он недоволен моей статьей, вот, предположим, я там написал статью, выслушал его, там, в другую сторону написал статью, и вот одну из сторон эта статья не удовлетворяет, они прислали мне письмо претензию, и говорят там, опубликуйте, мы требуем публикации опровержения. Я говорю, стоп, ребята, до опровержения нам еще пилить. Опровержение – это форма, которая выносится по решению суда, а мы сейчас еще до суда с вами не дотопали, давайте-ка вот мы до судебном порядке сейчас попробуем урегулировать этот спор. И они у меня спрашивают, хорошо, что ты предлагаешь? Я говорю, у меня есть вот такое предложение. У вас есть такая форма досудебного урегулирования, у нас с вами есть, когда я вам предоставляю право на ответ. Предположим, вы недовольны статьей. Вам есть что сказать, что, на ваш взгляд, в статью не вошло. Окей, на той же самой странице в газете, тем же самым шрифтом, с размерной иллюстрацией, я готов предоставить вам площадь, пожалуйста, публикуйте свою позицию по данному вопросу, и пользуйтесь этим правом. И уже 19 лет моей журналистской практики только один раз, когда оппонент воспользовался этим правом на ответ. И то, потому что у оппонента, у него было четкое понимание того, что ему нужно действительно, прежде всего, не получить сатисфакцию удовлетворения, наказав журналиста или СМИ, а получить сатисфакцию удовлетворения тем, что он донесет до аудитории свою информацию, свою позицию. Вот когда у стороны есть вот это вот понимание, тогда вот, видите, вот получается вот такая форма досудебного регулирования. Вот я же говорю, вот такая форма, как право на ответ, достаточно эффективная форма, потому что мы же говорим, если речь идет о журналистах и о средствах массовой информации, мы же говорим о тех кейсах, когда, ну, давайте абстрагируем, да, будем говорить об этом, когда какая-либо из сторон, кто-либо из людей недоволен тем, как сработала СМИ. Он считает, что публикация либо односторонняя, либо тенденциозная, там, либо носит там, негативный контекст в отношении него, вот это, в негативной коннотации его имя упоминается, либо его название его компании и так далее и тому подобное. То есть во всех случаях речь идет о распространении информации, которая ему, человеку, не понравилась. Окей, хорошая альтернатива, хороший соразмерный контрход, возможность восстановить твои права. Мы предоставляем, оппонент твой, в данном случае СМИ, предоставляет тебе возможность высказаться, донести до аудитории как раз-таки свою информацию. Пользуйся. Право на ответ – это очень хорошая такая форма как бы удовлетворения, на мой взгляд, достаточная.
Причем, да, нужно прописать, что в случае, если печатные СМИ, то это тем же самым шрифтом, на той же самой странице, в той же самой рубрике, соразмерной иллюстрацией там, и так далее и тому подобное. Если это речь идет об электронных СМИ, ну, допустим, то же самое телевидение, что это в том же самом блоке новостей или в той же самой авторской передаче, там, я не знаю, в то же самое время, да, и так далее. С такой же частотой показать его информацию абсолютно бесплатно. Если это, там, я не знаю, сайт, социальные сети, то, соответственно, на тех же самых страницах, профилях, чтобы это было опубликовано. Другое дело то, что у нас есть еще такой момент, который оппоненты тоже часто указывают. Они говорят, хорошо, вот мы у вас дадим вот эту информацию, право на ответ, а вашу информацию, ту, которая нам не понравилась, уже другие СМИ перепечатали. И пытаются вот на первоисточник, ну, на то СМИ, которое опубликовало первым, которое стало первоисточником, в данном случае негативной для них информации, возложить ответственность за то, что в других СМИ это тоже произошла перепечатка, там, ну, репост был сделан. Я всегда в таких случаях тоже говорю, окей, ребята, так как у меня в профессиональной среде больше связей, я готов со своей стороны в одностороннем порядке поговорить с владельцами этих изданий или там с главными редакторами, в конце концов мы в одном корпоративном цеху, скажем так, да, находимся, где я их попрошу, чтобы они в том числе и сделали репост, перепечатку вот этой второй вашей информации. Вообще не вопрос, как бы, без проблем. Готов взять на себя вот это обязательство. Но вот я же говорю, в большинстве своем, и пример Имашева в этом числе, в том числе, он очень красноречив, оппоненты СМИ, которые подают в суд на СМИ, они как раз-таки не заинтересованы абсолютно в том, чтобы предоставлять, публиковать свою позицию и пользоваться правом на ответ. И это очень хорошо характеризует, показывает, иллюстрирует ситуацию, что на самом деле судебные иски к журналистам или к СМИ со стороны государственных служащих или государственных органов, они носят прежде всего карательный, устрашающий характер, они преследуют цель восстановить некую справедливость по отношению к ним. Любое подобного рода решение международные организации, которые адресованы конкретной какой-либо стране, в данном случае, чем больше будет вот таких решений, тем шире будут расставляться эти флажки, ограничения и так далее и тому подобное. Вот в этом, наверное, и самое главное, единственная вот эта вот ценность вот этого решения Комитета по гражданским правам ООН. А второе, наверное, это то, что это прежде всего расширит правозащитное мышление у наших судов. То есть наши суды перестанут, если они будут соблюдать, вот следовать тем рекомендациям, которые им дает Комитет по правам человека ООН и международные инстанции, то, соответственно, это же будет еще и повышаться вот эти, как уровень профессионализма нашего национального суда, суда. И, соответственно, мы будем действовать в рамках общемировой практики, а не в рамках той дикой ситуации, про которую вот снимает фильмы свои Саша Барон Коэн в фильме «Борат», да? Там несколько гипертрофировано, но, в принципе, да и высмеивается подобная страна, как наша, да? Где суды там, и другие органы власти не руководствуются законом, а руководствуются, там, я не знаю, сиюминутными какими-то коррупционными интересами. Это не спринтерский забег, это марафонская дистанция. И, естественно, только лишь одно решение по одному кейсу Комитета по правам человека, оно принципиально, как бы, качественно не изменит тот политический климат, который есть в стране, и правовой климат. Но это будет одной из капель, которая когда-то расколет камень. Решить всю проблему одним решением – это очень привлекательно. Это привлекательный сценарий, очень хороший и красивый. Но в этом плане я, наверное, не столько пессимист, сколько, наверное, будет правильно. Я не пессимист, сколько очень хорошо осведомленный оптимист. И
Я все-таки сторонник того, склоняюсь к мысли, что да, потребуется все-таки, наверное, ну, не знаю, 50 или не 50, но некоторое количество прецедентов, некоторое количество обращений в Комитет по правам человека в ООН и их соответствующих решений, чтобы начало что-то меняться. А в этой стране, к сожалению, есть много чего менять. Возьмем ту же самую ситуацию с бытовым насилием, или возьмем ту же самую ситуацию с сексуальными преступлениями, с коррупцией, ксенофобией и так далее. Да? И есть масса других каких-то там, организованной преступности, по которым нам еще предстоит пробежать свою марафонскую дистанцию. Мы ее бежим сейчас. Я не знаю, насколько близки мы к финишу, но радует то, что мы бежим, и вот такие решения, когда появляются, как в данном случае по моему делу, это как тот самый километровый столбик. Ты прибежал такой и думаешь, блин, все-таки я вот какое-то расстояние уже преодолел. Я близок к финишу. Но если говорить простым языком, это решение о том, что свобода слова и свобода выражения мнения – это инструменты, с помощью которых общество может, общество в целом и отдельные люди, и граждане в отдельности могут добиваться защиты своих прав, удовлетворения общественного интереса. Вот так вот скажем. Может, не совсем удачно выразился, но вот как-то так.